На эту красоту посмотрите. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня на Апшероне такой штормовой ветер. И за это снимаем беседки. Беседка чуть-чуть хоть сколько прикрывает от ветра. Так, что мы сегодня готовим? Мы сегодня готовим ребрышки в тандыре. Я очень люблю это блюдо, оно очень вкусное. Делаю его по-разному. Друзья, это очень хороший метод как бы избавления от хребта, от сердцевины. То есть, когда мы делаем именно так, ребрышки у нас потом легче обрабатываются, разделываются. То есть мы вот эту середину не делим хребет ровно посередине, вернее, а вырубаем как бы центральную вот эту его часть. Вот так, друзья, избавляясь вот от этой середины кости. Она никому не нужна. Так, срежем пашину. Она нам тоже не нужна. Так, а теперь, друзья, нарежем по ребрышкам. Друзья, так стало холодно. Совсем не бакинский сентябрь. А это у нас будет курдюк на верхнем этаже. Одна из вкуснейших составляющих этого блюда. Так, друзья, в нашей этажерке 3 этажа. Сейчас мы будем собирать средний этаж. Это у нас этаж мясной. Вот ребрышки.
Так, ребрышки собрали, друзья, видите, какие симпатичные. Сейчас первый этаж, овощной. Вот такая. Чугунная сковородка большая. Сейчас соберем сюда наши овощи. Значит, что у нас сегодня? В принципе, здесь никакого порядка нету. Собираем, разбрасываем как попало. Потому что у нас все целое. Так. Демьянки. То есть баклажаны. Демьянки у нас называют их в Баку. Еще где-то, я знаю, называют, но вот мы в Баку на русском, когда называли бадымджан, баклажан, говорили демьянки. Так, перчики. Конечно же, помидорки. И чесночки. Кто любит печеный чеснок, друзья? По-моему, очень вкусно. Так. Все. И один вот этот, он точно будет жгучий, острый. Посередине поставим. Так, теперь этажерка сама. Значит, у нас идет первый этаж. Овощной. Это наше мясо. А, подождите, надо посолить, поперчить. Перчик. Овощи тоже посолим вот так. Они сами не посолятся, но сок, который будут они выделять, он посолится. Так, кладем мясо. Второй этаж. Друзья, и третий этаж. Вот наша решеточка. На третий этаж мы соберем 6 вот таких плоских кусков курдюка. Мне нравится вообще этот прием, когда верхний этаж курдюк, он начинает плавиться, и вот этот вкусный жир от него начинает капать на мясо, с мяса на овощи, и в конце, в результате, овощи у нас как бы жарятся в курдючном жире. Ну, курдючок мы тоже, конечно же, посолим, потому что он у нас пойдет тоже в пищу. Он у нас не только для масла. Посмотрим, как получится. По идее, должны быть вот такие шкварки, крупные шкварки из курдюка. Так, поперчим. Чуть-чуть вотрем, чтобы соль и перец прилипли. А то такой ветер все сдувает. На Апшероне сегодня настоящий шторм, друзья. Вы сами видели, да, волны какие. Так, все. Собрали. Посмотрите, какая красивая трехъярусная этажерка получилась. Сейчас вот это все дело мы в тандер. Все, батискаф погружен. Накрываем крышкой. И где-то, наверное, час, я думаю, грубо говоря. Может, чуть меньше даже. Ждем результата. Друзья, уже все готово. Уже где-то час 15, час 20 прошло. Уже точно готово. Открываем. Вот они. Шкварочки.
Пошли кушать. Опа! Все, друзья. Приехали. Да. Будем кушать. Вот такой кисленький соус здесь не помешает. Кизиловый. Так, ну что, все готово, да, можно кушать. Вы только подглядывайте сюда, на эту картошку смотрите. Это что такое? Как она развалилась. Натюрморт. На эту красоту посмотрите. Они чуть-чуть еще подкоптились, как будто вот в дымке стояли в тандыре. Просто великолепно. Давайте посмотрим на это мясо. Вот оно с кисленьким в самый раз, потому что очень жирное. Посмотрите, какой жир. Но вкус бесподобный. Вот так сюда макнем. Немножко кизилового соуса. Великолепно. Так, возьмем хлебушек. Помидор, смотрите, какой он жирный получился. Das ist fantastisch. Это реально наслаждение, друзья. Просто реально. Я вот не хочу повторяться, но скажу. Очень люблю рецепты в тандыре. Они просты в исполнении. Я фактически не возился абсолютно. Только ребра разрезал и все. Овощи тоже все целиком. Сверху курдючок. О, самое главное, забыл про курдюк. Посмотрите, какие шкварки. Кто любит шкварочки? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Просто шикарно. Просто шикарно. Посмотрите, что у меня на тарелке творится. Это какой-то праздник. Удовольствие. Друзья, я сегодня очень доволен рецептом, вкусом. Спасибо вам большое, что смотрите наш канал. Наслаждайтесь. Как говорится, и чисто видом, я думаю, вы то же самое сможете сделать сами. Здесь ничего сложного нет. Но результат просто великолепный. Спасибо большое, дорогие мои. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь на нас. Мы очень интересный и вкусный канал. До свидания.